Для того, чтобы сделать такой ободок, нам потребуется сам ободок, основа какая-то его. Это может быть ваш старый, либо вы его специально купили, хлопковый шнур, шпагат, все что угодно, что вам захочется. Также сантиметровая лента, она нужна для того, чтобы измерить длину всего ободка и сказать точно, сколько нам потребуется шнура или шпагата, да, именно для вашего ободка. Я буду еще отступать чуть-чуть по 2 сантиметра. Вот, так что рекомендую сначала вам измерить ваш ободок и потом из вашего шнура каких-либо маленьких отрезков сплести чуть-чуть и посмотреть, сколько в 1 сантиметре вашего узора укладывается, да, нитей, и получается высчитать. Моего ободка длиной 34 сантиметра потребуется 4,5 метра, и я складываю их напополам. И сейчас я буду приступать к плетению цепочки квадратных узлов. Если вы знаете, как вяжется квадратный узел, то вам не составит труда. Для начала мы должны прикрепить, да, нашу нить вокруг ободка, и мы кладем, делаем дугу справа, потом нить слева кладем поверх и через низ в нашу дугу продеваем. Это у нас такой первый узелок мы закрепили, да, то есть обогнули нитью наш ободок. Так, а далее нам нужно сделать дугу справа, нить, которая слева, положить поверх и через низ опять в эту дугу продеть. Вот у нас и получился наш квадратный узел. Смотрите, вот эта перемычка, тянем мы за нить слева, и у нас квадратный узелок получился. Сейчас нам нужно научиться чередовать. Мы опять делаем дугу слева, потом справа нить кладем поверх и через низ продеваем в нашу дугу. Вот наш второй уже узелок, и это цепочка. Далее продолжаем дугу справа, нить слева поверх и в дугу надеваем. Нам нужно именно чередовать. Вот, смотрите, у нас уже 1, 2, 3 квадратных узла. Еще раз запоминайте, нить, которая у нас кладется сверху, она как бы создает нашу перемычку. Вот я кладу ее сверху, потому что у меня должна быть справа перемычка. Далее мне нужна перемычка слева. И я буду класть нить сверху, слева, которая находится, то есть дуга у меня будет справа. Вот. Далее нужно продолжать все в том же духе, естественно, чередуя. Если у вас не будет чередоваться, то вы заметите, что узор у вас неровный получается, поэтому обязательно расплетите и повторяйте лево-право, дуга туда, перемычка и все остальное. Надеюсь, что у вас все получится, и мы так плетем до конца, да, нашего ободка. Мне бы еще хотелось вам подсказать, если вдруг вы отрезали отрезок меньше, да, и нить у вас кончилась где-то на середине, то отрежьте еще один отрезок, найдите его середину, да, то есть напополам сложите, и сейчас вы просто так же, как мы вначале начинали, поверх этих наших нитей закрепите этот дополнительный уже отрезок и проделывайте также квадратные узлы влево-вправо, влево-вправо. Тут все внимательно только поправьте, да, чтобы у вас все совпадало, чтобы узлы именно начинали чередоваться сразу же после того, как вы его прикрепили. Тогда это будет незаметно и все хорошо. Но берите нить всегда, чтобы ее хватало, да, с запасом. Вот. Но если что, можно устранить, конечно же, и такую проблему. Когда мы доплели до нашего конца, то нам сейчас нужно спрятать наши отрезки. Я вот их уже подрезала. Я беру крючок и
с изнаночной стороны вот так вот завожу и, получается, чуть-чуть протягиваю каждую нить. Будьте аккуратны, шпагат, он тут распадается на волокна, то есть все постепенно, несколько штук поочередно продевайте. Можете продеть еще дальше узел, да, то есть вот, а можете всего лишь за один, и осталось только подрезать. И вот, как я уже говорила, если мы продели, все скрыли, то подрезаем, и у нас уже ничего тут не будет видно. Ободок у нас полностью готов, и я вас поздравляю, очень модный, свежий и стильный аксессуар на ближайшее лето готов.